Сейчас расскажу про инди-игры от подписчиков «Быть инди». Игры совершенно разные, как по проработке качества, так и жанры, составом команд и бюджетов. Некоторые из них поделились цифрами о том, сколько вложили денег в разработку. Уверен, что ты о многих и не слышал. Это «Быть инди», спасибо за лайк и приятного просмотра! Free Energy — это пошаговая стратегия, где ты управляешь роботом, который может быть собран из разных частей, каждая из которых тоже сражается. Главная фишка в том, что у меня есть общий запас энергии и приходится решать, кому отдать приоритет – пушке, ноге или торсу. Вроде звучит просто, но когда на поле несколько юнитов, а враги киберверсии персонажей из народных сказок, мозг реально начинает плавиться. Система способностей здесь не просто атака-защита. У каждой способности есть своя шкала состояния и момент активации, поэтому приходится думать наперед, как будто играешь не в бой, а в шахматы с проводами и батарейками. И все это на движке Unity разработано всего 2 людьми. Проект начали еще в мае 2021 года и довели до релиза летом 2024. Вдохновлялись Into the Breach, The Last Spell и Star Renegades. И это действительно чувствуется. От первой игры взяли стратегическую глубину, от второй динамику боев, а от третьей яркий визуальный стиль. Самый быстрый может забрать ключик. Кстати, многие думают, что ключик уже забрали и даже не пробуют проверять. Так было в прошлых видео. Разработчики вложили в проект примерно $5000, занимались всем сами и даже от издателя отказались, потому что условия показались невыгодными. А дальше у них в планах продолжение, где будет больше приключений и исследования мира. Ну а пока можно поиграть в оригинал и оценить, сколько свободы может дать грамотно распределенная энергия. Стратегия от «Быть инди» — это современное переосмысление классической стратегии «Мегаломания» 1991 года. В основе все та же идея. Игрок управляет своим народом, развивает технологии, строит здания, добывает ресурсы и постепенно подчиняет новые территории. В ходе разработки я немного ушел в сторону от оригинала. Остров в космосе состоит из секторов, каждый из которых содержит тайлы для размещения здания. То есть в игре будет выбор, какие здания строить, и нужно будет хорошо подумать, потому что количество зданий в каждом секторе ограничено. Визуальный стиль стал чище и ярче, но с душой пиксельной классики. Визуально все напоминает старые стратегии 90-х, но при этом выглядит живо и современно, словно кто-то перенес их в эпоху высоких разрешений, сохранив ту же игровую магию. Я стараюсь сделать стратегию, которая будет понятна тем, кто впервые слышит о мегаломании, и при этом подарит ностальгию тем, кто провел в ней часы за Сегой. Также будут улучшения зданий, юнитов, эпохи, тут я еще подглядывал в сторону Age of Empires 2. Игра сейчас находится в активной разработке, я шаг за шагом воссоздаю тот самый мир, где каждый остров как отдельная история. Подписывайтесь в мой телеграм-канал по разработке игры, там я буду также делиться о количестве виш-листов и проданных копий, ссылка в описании. Island of Fear – хоррор от первого лица, где я отправляюсь на таинственный остров, чтобы выяснить, куда пропали мои коллеги. Когда-то это место принадлежало богатому человеку, жившему здесь с семьей, но теперь вокруг только туман, скрип половиц и ощущение, что кто-то рядом дышит в затылок. Я играю за Джона и брожу по старым зданиям, собираю записи Джесси и постепенно понимаю, что на острове что-то совсем не так. Здесь нет бездумных скримеров, атмосфера давит именно неизвестностью. Пару раз я реально ловил себя на мысли, что хочется просто вырубить фонарик и посидеть в углу, но там, как назло, тоже кто-то есть. Игру сделал один человек на Unity, и на все ушло примерно 5 месяцев. Из бюджета только $100 за публикацию в Epic Games Store. Все остальное — энтузиазм, бессонные ночи и куча кофе. За первые 3 месяца Island of Fear продалась на 260 копий, принеся около $250. И это отличный результат для первого проекта такого масштаба. Ключик от Epic Games для самого быстрого. Сейчас разработчик уже работает над новой игрой Recall Rise, сюжетным 3D-проектом про девочку Калорину. На вид милая история, но, как обещает автор, там будут затронуты очень взрослые темы. Island of Fear проходится примерно за час, а новая игра будет минимум втрое длиннее. Так что если хотите поддержать инди-разработчика, который буквально своими руками создал хоррор с нуля, забирайте ключ. Только не говорите потом, что вас никто не предупреждал про монстров в тумане. В телеграм-канале «Быть инди» вы можете проголосовать за тему следующего выпуска и написать те игры, которые туда должны попасть. Другие уже это сделали. Я рассказываю также об интересных новостях, связанных с игровой индустрией, новыми релизами и апдейтами. Буду вас там ждать.
Siberian Way – исторический детектив-триллер с элементами мистики, действия которого разворачиваются во времена постройки Транссибирской магистрали. Российская империя, конец 19 века, мороз, тайга, гул паровозов и череда странных смертей, из-за которых даже император теряет сон. На место событий отправляют молодого чиновника по особым поручениям, Илью Савина. Ему предстоит не только раскрыть убийство, но и понять, что в этих сибирских лесах не все поддается логике. Это не просто визуальная новелла, история здесь нелинейная. Я выбираю, как будут развиваться события, и чем глубже в тайгу, тем сильнее становится ощущение, что за мной наблюдает. Иногда кажется, что расследование не главное, ведь с каждой новой локацией внимание переключается на саму природу. Безумолвные горы, хрустящий снег и бескрайние просторы, где, кажется, никогда не ступала нога человека. Игра сделана на Unity всего за 3 месяца, арт-лид, художник, 2 программистов и нарративщик. Вот и вся команда. Немного озвучки заказали на аутсорсе, а остальное сделали сами. И при этом сумели передать атмосферу той самой Сибири, где мороз хрустит не хуже звукового дизайна. Вдохновлялись Сибирией Skate Walker и убийством в Восточном экспрессе. Получился микс из детектива, мистики и исторического вайба. Демо уже доступна на ВК Play, а разработчики недавно показали игру на Старконе. Правда, как они сами говорят, опыт был так себе. Exit A Biodelic Adventure – это тот случай, когда ты открываешь игру и сначала просто смотришь на экран, пытаясь понять, что вообще происходит. Мир живых технологий, биопорты, нюхательные улитки, органы, которые можно отстегнуть и отправить на задание, звучит как кошмар хирурга, но на деле это один из самых оригинальных квестов последних лет. Автор вдохновлялся экзистенцией Кроненберга и классикой вроде Goblins, а получился добрый биопанк, в котором даже с червями и мутантами почему-то уютно. Здесь все живое. Курсоры разговаривают, предметы шепчутся, а организм главного героя – это целая команда, которая обсуждает, что делать дальше. Иногда игра напоминает Space Quest или Sam and Max Hit the Road. Веселая, абсурдная, но чем дальше, тем мрачнее и философичнее становится сюжет. Ближе к Sanitarium или I Have No Mouse and I Must Scream. Игра сделана одним человеком на Unity с аддоном Adventure Creator. Несколько лет разработки с перерывами и сменой художников, но результат уникальный. Это не просто квест, а полноценный мир, где каждая неправильная попытка вызывает новую реакцию. Даже если ты просто обнюхаешь не тот предмет, получишь реплику и, скорее всего, ачивку. Ключик для поклонника жанра от Steam. Разработчик называет проект биоделическим приключением, и это точное определение. Вдохновлялся он вангерами, Эдемом, Лема, царством падальщиков и вообще всей живой фантастикой, где технологии не из стали и пластика, а из плоти, нервов и снов. Хотел сделать биопанк, в котором хочется жить, и, честно говоря, у него получилось. Сейчас автор продолжает выпускать патчи и движется к версии Director's Cut с новыми реакциями, улучшенной графикой и дополнительными сценами. Если вы когда-нибудь мечтали поиграть в квест, где органы спорят, стоит ли жевать гусеницу Inject, вот он. Биоделическое приключение ждет вас. Fixer's Tale – это не просто игра, это, как сами авторы говорят, интерактивное художественное произведение. Я бы добавил с легким безумием и тонной самоиронии. Мы играем за ремонтника, которого автоматическая система Camelot 22 выдернула прямо в гущу аварии. Задача простая – починить все, что ломается. Проблема в том, что ломается здесь буквально все. Техника, логика и, возможно, даже здравый смысл. На каждом из 5 этажей ждут десятки лабораторий, сотни контейнеров, тысячи одинаковых артефактов и 17 видов стульев. Игра полная шуточных диалогов, тупых роботов, злых стульев и таких загадок, что кажется, сам разработчик не до конца уверен, как они решаются. Но все это подано с таким самоироничным тоном, что вместо злости ты просто хихикаешь и идешь дальше. Проект сделали 4 человека на Unity с помощью Dialog System. Разработка началась в сентябре 2023 и заняла всего 8 месяцев. Бюджет $200, ассеты, домен и регистрация в Steam. И все. Без издателей, без внешнего финансирования, без опыта в геймдеве вообще. Для первой игры это просто подвиг. Fixer's Tale вышла 22 мая 2024 года, а дальше команда планирует немного отдохнуть, а потом вернуться с новой игрой, возможно уже с издателем. Если вам по душе юмор на грани безумия и стулья со своим характером, попробуйте Fixer's Tale, а один из вас может забрать игру бесплатно, ключ перед вами.
Union of Gnomes — это игра, где гномы наконец устали от Белоснежки, от корпораций, от бесконечных смен в шахтах и решили, что пора брать судьбу в свои руки, ну или хотя бы кирку. Это мрачная, но очень ироничная карточная игра, где я возглавляю восстание гномов против сказочного олигархата. И да, тут всерьез обсуждают социальные проблемы, но делают это так, что невозможно не улыбнуться. Разработчики описывают проект как смесь Darkest Dungeon, Пратчета и Шрека, и это удивительно точное сравнение. От первой игры мрачная атмосфера и риск в каждом ходе, от Пратчета абсурд и философия, а от Шрека та самая сатира на сказки, где никто уже не жил долго и счастливо. Union of Gnomes делается на Unity с 2022 года, командой из 3 человек и аутсорсом. Игра вышла 29 мая 2025 года, а также пролог с сюжетом, где гномы решают устроить революцию против Белоснежки и всей этой сладкой диктатуры. Все подано серьезным лицом, но на деле это острый юмор, взрослая социалочка и прекрасный пример того, как сказка может стать политической сатирой. Команда прямо говорит, они хотят сделать качественную карточную игру с характером, идеей и сарказмом, и судя по отзывам, у них это получилось. Если вы тоже считаете, что Белоснежка наживалась на гномьем труде слишком долго, вступайте в восстание. Союз гномов уже начинает свой путь. 100 Dogs — это, казалось бы, простая point-and-click игра, где нужно искать собак. 100 собак. Звучит мило, но на деле это квест для тех, кто считает, что у него глаз алмаз. В отличие от привычных 2D игр вроде 100 Hidden Cats или 100 Forest Cats, здесь все происходит в полноценном 3D пространстве. И вместо того, чтобы просто щуриться в картинку, я бегаю по лоу-поле городу и пытаюсь разглядеть очередного спрятавшегося пса за мусорным баком или кустом. Каждая собака – маленькая победа, но после 40-й начинаешь понимать, что название 100 Dogs – это не просто цифра, а предупреждение. И если вначале все кажется легкой медитацией, то к концу превращается в настоящий челлендж на внимание и терпение. Игру сделал один человек на Unity, всего за неделю, с 16 по 23 мая 2024 года. Бюджет около $40 и почти все на ассеты. Минимум ресурсов, максимум идей. И честно, для проекта, сделанного в одиночку за 7 дней, результат впечатляет. 100 Dogs — это не просто поиск предметов, это игра, где можно залипнуть на час, ловя момент, когда на фоне бетонных домов мелькает хвостик. Простая, понятная, но почему-то чертовски увлекательная. Если вам кажется, что найти собаку проще простого, попробуйте 100 Dogs. После этого вы будете видеть собак даже с закрытыми глазами. Тайга — это история о человеке, который после страшной автокатастрофы, в которой погибла его семья, решает уехать как можно дальше от цивилизации. Он принимает предложение университета отправиться в таежный заповедник и заняться исследованием дикой природы. Но чем глубже он уходит в лес, тем меньше это похоже на научную экспедицию и больше на борьбу с чем-то, что прячется между деревьями. Главного героя Александра сопровождает Анна, наставница, которая помогает ему по рации. Вместе они расследуют череду исчезновений людей. Сначала егерь, который не выходит на связь, потом странные рассказы браконьеров, будто на них напали медведи, вытащили из палаток и разгромили лагерь, а дальше пропавшие туристы и ощущение, что в заповеднике кто-то есть или что-то. В игре предстоит столкнуться с пожарами, дикими животными и браконьерами. И все это на фоне таежных пейзажей, где за каждым поворотом может скрываться опасность. Атмосфера держит напряжение с первых минут. Та самая тихая тревога, когда слышишь треск, ветки и не знаешь, ветер это или кто-то стоит за спиной. Проект создавал один человек на Unreal Engine 5. Разработка началась еще в 2020 году. Потрачено около $6000, а финансирование продолжалось на Boomstarter. Игра вышла на ПК, Steam Deck и даже в VR, чтобы полностью почувствовать холод северного ветра и шорох леса вокруг. Вдохновением для проекта стала Firewatch, и это чувствуется. Живое общение по рации, одиночество среди природы и та граница, где реализм встречается с мистикой. Тайга — это не просто приключение, это история о потере, поиске себя и тех силах, которые могут пробудиться, если слишком долго смотреть в темноту. Delivery Impossible — это не просто игра про доставку, это симулятор, где у каждого груза есть одна общая черта – это невозможно доставить в целости. Здесь все ломается, кувыркается, взрывается и отлетает, а вы просто пытаетесь доехать до финиша и не потерять себя вместе с грузом. В игре 10 машин, от старенького ЗИЛа до поезда, сошедшего с рельс, 10 трасс от пустыни и проселка до городских крыш, и 10 грузов, с которыми хочется плакать и смеяться одновременно. Можно катить
динамит по карьеру или возить туристов на паровозе по шоссе. Логика тут не живет, зато живет чистое удовольствие от хаоса. Каждый уровень – отдельное приключение с уникальной машиной, но если вы вдруг решите пройти трассу не на том транспорте, игра это не запретит. Наоборот, подбодрит, особенно когда вы влетите в гигантскую пилу или упадете с небоскреба. За безумные трюки и абсурдные решения положены достижения, но платина тут дается только самым упорным и немного сумасшедшим. Разработка началась как трехдневный прототип для Ludum Dare, а потом команда из 4 человек довела его до полноценного релиза. Делали на Unity с привлечением 11 сторонних специалистов. Бюджет около $5000, а заработала игра за первые 5 месяцев почти ту же сумму. Но главное – внимание игроков и даже призвание от ведущих шоу «Наши игры» на канале XBit Games. Ключик от игры перед вами. Физику колес пришлось буквально перевернуть с ног на голову. Кто работал в Unity, тот знает, какой это кошмар. Озвучку машин и персонажей команда сделала сама, а дизайн уровней появился благодаря лиду, который при каждом тесте игры кричал «Скучно, надо больше безумия!» и, судя по всему, добился своего. Delivery Impossible – это игра, где все рушится, но настроение только растет, и если вы когда-нибудь мечтали доставить груз живым, но все пошло не по плану, эта игра идеально передаст ваши ощущения. Just X — это платформер, где пионеры с топорами сражаются с пришельцами. И нет, это не шутка. Далекое будущее, а действие разворачивается в городке с названием «Новые Советы». Лес, панельки, линии электропередач — все будто из старой советской открытки, если бы не одно «но». Из другого мира пожаловали странные существа, и теперь мой герой идет спасать человечество с топором, потому что ничто так не решает проблемы инопланетного вторжения, как старый добрый топор. Игра 2D-платформер с головоломками и интерактивным окружением. Здесь нужно не просто прыгать и бить, но и думать, комбинировать приемы, использовать окружение и искать решения, где сила не всегда помогает. Но самое интересное — атмосфера. Все вокруг будто напоминает, что человечество выжило, но решило жить как раньше. В панельках, с пионерскими отрядами и верой в светлое будущее. Разработку начали в начале 2023 года, и через 1,5 года игра вышла в Steam. Делали ее 6 человек, а помогал издатель Targem Games, который взял на себя финансирование, продвижение и тесты. Команда работала на Unity, и это их первый и, как они шутят, последний проект на этом движке, потому что, цитирую, Unity не дает залезть под капот, а мы очень хотели. Интересный факт, в команде 6 художников и 1 программист. Точнее, он должен был быть, но в итоге участия не принимал. Так что игру делали буквально на вере в клавиатуре, просто тарабанили по кнопкам и надеялись, что оно скомпилируется. И, что удивительно, получилось. Just X вдохновлена классикой вроде Ori, Hollow Knight и старых платформеров с Dendy. В процессе она дважды кардинально менялась, и, как признаются разработчики, даже они не ожидали, что все закончится. Кого игра заинтересовала, можете попробовать взять ключик первым. Just X — это тот редкий случай, когда топор становится не просто оружием, а символом выживания, а главное — доказательством, что даже без программиста можно сделать крутую игру. Если вдруг захотите поддержать меня еще сильнее, у меня есть игра с пошаговыми боями в духе героев Necromancer Returns. Буду рад вашему обзору в Steam. Спасибо Степану и Егору Гриценко за поддержку этого выпуска на Бусти.